Привет, увлеченные звуком друзья! Сегодня я хочу сделать второй выпуск на тему пятого сезона конструирования акустических систем полочников, напомню, на базе двух динамиков Monocore басовика на SPH225C и твиттера DT300. Прежде я планировал этот выпуск исключительно как итоговый, который покажет, как они звучат на каком-то ограниченном моем наборе треков, но оказалось, что так много неосвещенных еще вопросов, которые интересуют пытливые умы коллег по увлечению, которые отметили в комментариях, с которыми я общался другими способами, что вообще получится длинный довольно, потому что есть много о чем поговорить. Речь идет о том, что для заинтересованных людей в конструировании колонок для себя, в модернизации колонок для себя, или просто для интересующихся людей, которые хотят разобраться, почему их колонки так звучат, а не иначе, на что они способны, чего ожидать от той или иной модели. И вот этим вопросам, отдельным аспектам этих вопросов я этот выпуск посвящаю. Хотя сначала давайте я вам покажу, чтобы не быть голословными, для тех, кто спешит, как все-таки звучит вот это все на тестовых простых сигналах, которые всем понятны и востребованы достаточно. Для начала это будет розовый шум, который позволит косвенно судить о линейности тракта. Я хочу сперва сказать пару слов о шумах, для того, чтобы предотвратить ненужные разговоры на эту тему. Я буду использовать именно розовый шум, хотя шумов на самом деле целый спектр, вы, наверное, знаете. И розовый шум – это дробный шум или фрактальный шум, фликер-шум. Это сигнал с частотным спектром, в котором спектральная плотность мощности обратно пропорциональна частоте сигнала, то есть единицы делить на f. В розовом шуме каждый октавный интервал несет равное количество энергии шума. Но что для нас более актуально, это то, что на белом шуме, как спрашивают некоторые пользователи, акустические системы не тестируют, потому что это, во-первых, опасно, во-вторых, бессмысленно, в общем-то. Опасно для чего? Для твиттера, например, если мы захотим подать на эти колонки, заметный раскачанный такой уровень сигнала, качнуть, так сказать, это будет для вуфера, например, каких-нибудь 50 Вт или 100. Для этих, например, вуферов, хоть они и небольшие, 8-дюймовые, 120 Вт – это крейсерский режим. Так вот, если белый шум с одинаковым спектром по всей частотной полосе попадет на твиттер, этот или любой, в общем-то, другой, который не может держать 120 Вт или 100 Вт, или даже 50 Вт, хотя на это заявлена такая величина сигнала, то он, разумеется, сгорит. Но в любом случае он будет сильно искажать, что сделает неконструктивным такой тест. Поэтому розовый шум, чаще даже коричневый, браун шум, названный в честь браунского движения, браун по-английски заодно и коричневый, никакой ассоциации с цветом шума это не имеет. Это чисто вопросы наименования браунского движения по отношению к характеристики этого шума. Так вот, розовый шум, он наиболее лоялен, корректен, комфортен на слух относительно, хотя коричневый еще более комфортен, но там уже труднее различить нюансы работы твиттера, допустим. Короче, я выбираю в своей деятельности розовый шум для демонстрации. Так вот, сначала я вам заряжу этот шум, а потом те самые тестовые сигналы, барабаны, там, сабвуфер включу.
Ладно, это все хорошо. Давайте перейдем к разговорам к аналитической части нашего. Комментатор один написал, что он вспоминает кубики Салтыкова. Это такие колонки некого радиоконструктора Салтыкова из 50-летней или 50-летней давности. На страницах журнала «Радио» человек опубликовал колонки, которые были довольно приличные, скажем так, на любительском том уровне. Их многие вспоминают. Я лично их не собирал, я собирал параллельно много других каких-то конструкций, просто я не печатался в радио, у меня свои были заморочки, потом я быстро стал профессионалом, там 23 года, по-моему, уже работал в профессиональном коллективе на объединении, в частности, СП Королева. Вот поэтому меня миновала эта радиолюбительская эпоха. Но я могу сказать, что 2GD36 головки мне очень нравились. На ту пору, в ту эпоху, то есть при том ассортименте, который был доступен, допустим. Напомню, что это овальной формы маленькие твиттерочки, динамики, высокочастотные, да, динамики с бумажным диффузором, с пылезащитным колпачком, которые, если их сейчас рассматривать и разогнать, например, на сканере, на виброметре клипеля, чтобы посмотреть форму диффузора при его работе, то он будет хлопать крыльями, как самый плохой басовый динамик, скорее всего, и звук таким образом из него будет бесконечно далек от корректного, аутентичного звучания, там, которое на него вы подаете, но он был в меру ярок, в меру лоялен к любым стилям музыки практически, и конкуренции ему я не вижу, учитывая даже, что, конечно, у меня были 10 ГДВ, там сколько-то я не помню, пищалки, 6 ГДВ какой-то, 3 ГДВ, естественно, и бумажные, в том числе от колонок 10 МАС 1М, там тоже трехваттная пищалка стояла с бумажным диффузором. То есть я не тяготею к бумаге в этой части колонок излучателей. Мне бумага больше нравится в вуферах, собственно говоря. И в те годы были очень популярны ШП, такие как 4GD8E, 4GD35, вспоминаю 6GD2, 8GD1. Замечательные динамики, замечательные колонки на их базе делались. Я даже был знаком с руководителем производства динамиков 10 GDSH 102, может быть, кто-то помнит, которые там стояли в колонках от Маяка в этих кубиках, во-первых. А во-вторых, так продавались просто, их аудиолюбители любили использовать в своих конструкциях. Также в автомобильной технике часто не использовались, причем иногда даже в роли сабвуфера. Конечно, они на него не годились. Они как раз были на текстильном тонком подвесе классном. Некоторые модификации этих колонок. Там были даже на резине какие-то другие модификации. Но это уродцы, это я не принимаю. Все это замечательно, но почему я об этом вспомнил? Если сейчас проецировать это все, кубики Салтыкова в частности, на современные колонки, то они не выдержат, конечно, никакой критики. И все вот эти динамики, которые я перечислил, заметьте, практически не использовались в серийно выпускаемых колонках, приличного класса, по крайней мере. За исключением, может быть, 6GD2, которые стояли в симфониях, колонках от симфонии. Однако параметры симфонии на сегодняшний день уже реально не актуальны, то есть совсем. То есть они вне зоны интереса современных аудиолюбителей. В этом несложно убедиться, если вы тяготеете, если у вас ностальгические есть позывы в этом плане. Попробуйте их найти и послушать, желательно в хорошей сохранности, потому что, вообще говоря, это маловероятно. Хотя можно, наверное, найти. Благодаря пропитке, которая там есть. Динамики интересные, да, были, но опять на ту пору. И все-таки они не дотягивали до параметров современных акустических систем, которые заметно выше тех параметров, которые были актуальны тогда, в тех же S90, которые я ненавижу просто. Я считаю, что там все компоненты, начиная от кантика и заканчивая последним проводочком, были
отобраны по худшести, то есть хуже уже трудно было себе что-то представить. Так вот, там тоже не использовались вот эти динамики, которые я перечислил, я их любил, мне нравились, действительно, я собирал много на них разного, ну, по наивности поначалу, потом, когда я понял, собственно, в чем собака порылась, то я перестал этим заниматься и начал уделять время актуальному, скажем так. Да. Да, а почему, собственно, я так ругаю, скажем, эти любимые мною динамики? Я вам сейчас покажу, что такое хай-фай. Вот определение хай-фай. Многие говорят хай-фай, не хай-фай. Хай-фай – это старый параметр, который произошел от немецкого DIN 45500 или AES 6058 и описывает необходимые параметры акустической системы, усилители, тюнеров и прочие компоненты аудиотракта для того, чтобы они соответствовали термину high-fi, high fidelity, то есть высокая верность воспроизведения. Давайте вместе посмотрим, что значила высокая верность воспроизведения в те заветные золотые годы, золотой эры аудио, в которые я сейчас обсуждаю с вами, вот эти динамики использовались. Вот, пожалуйста, перед вами Википедия, чтобы я не был испорченным телефоном. Тут написано, что это высокая точность, высокая верность, термин тра-та-та обозначающий. Я хочу обратить ваше внимание только на параметры. Для усилителя не надо. Вот акустические системы. Тут написано, что неравномерность ЧХ должна в диапазоне частот 100 Гц-4000 Гц должна быть плюс-минус 4 дБ или плюс 4 минус 8 дБ. А коэффициент нелинейных искажений в этом диапазоне вот должен быть не более 3. Дальше читать, в общем-то, бессмысленно. Ну, тут хай-энд уже расписывается и так дальше. Для усилителей, в общем, ничем не лучше, ну, в сегодняшнем представлении параметры, поэтому тоже не хочу на этом останавливаться. Короче говоря, и терминология, и тогдашние стандарты уже бесконечно, безнадежно устарели, и апеллировать к ним, и вспоминать о них, как этот человек вспомнил кубики Салтыкова, то есть, ну, можно поностальгировать, но это в другом месте, то есть там, где просто ностальгируют, без привязки к тревожному сьогоденню, как это по-русски, к тревожной сегодняшней действительности. Сегодня все-таки железный конь пришел на смену крестьянской лошадки. Вот эти динамики, которые я обсуждаю, которые не хватают звезд с неба. Они очень умеренны, это бюджетный уровень. Но, однако, я скажу, что цена их больше $100, вот этих вуферов, например. И что это значит? Например, в колонках, в которых используются динамики по $100 в retail price, колонки такие могут стоить, ну, заметно больше $1000, на мой взгляд. Ну, в готовом изделии, имеется в виду в магазинах Hi-Fi, да, то есть вот там такие фирмы, как, не знаю, ну, популярные, короче, не буду называть, чтобы меня не упрекнули в предвзятости. Я говорю о компонентных аудиосистемах, короче, они стоят достаточно дорого. То есть, ну, чтобы вы понимали, например, прайс, оптовый прайс на динамике того же Edifier, вот мультимедиа колонны, которые я часто рассматриваю, там от $1,5, по-моему, до $5, да? То есть, а колонки стоят там до, ну, грубо до 300, предположим. Ну, этот Air Pulse это немножко другое, и люксовая серия это тоже немножко другое, там динамики могут стоить, ну, $10 прям. Ну, кроме ленточников, планаров, которые там выполнены, кстати, в содружестве с известной вам и любимой вами фирмой Fostex, кстати. Почему-то об этом нигде не говорится, наверное, какие-то лицензионные дела у них там. Я уже не говорю о наушниках Stax, которые тоже принадлежат этим эдифирам, но просто компоненты стоят значительно дешевле в производстве, имеется в виду внутри цеховые цены, так сказать, они очень низкие и умеренно. Поэтому я могу только передать привет тому человеку, который вот упомянул о кубиках Салтыкова и о других, возможно, колонках. Я такой же, как вы, да. Но просто сегодня мы ведем разговор о другом. Еще заданы были вопросы о наполнителе, который
помещают внутрь колонок для разных целей, разных совершенно акустических целей, чтобы не было гудения якого, чтобы не было дребезга и так далее. Если взять ту же программу BassBox и попробовать проанализировать, давайте я попробую это сделать. Вот BassBox программа, и когда я показывал вам АЧХ, которая получается в этом случае, вот так вот она выглядит. Давайте быстренько там что-нибудь покажу. Короче, если изменить здесь дампинг, то есть размещение вот этих вот материалов, их можно сделать нет, видите, он пропал, можно сделать типичное значение, там, скажем, побольше вдоль стенок. Иногда это в виде валика помещается здесь, часто, кстати, довольно. А вот heavy, то есть реально heavy. Вот если сделать вот это heavy и сравнить с которым не heavy, не heavy, то разницу вы как бы вот видите здесь, да, то есть она есть, но она на абсолютно уровне плацебо, я считаю. То есть я не считаю нужным на этом останавливаться. И вообще хорошо посчитанная система, то есть корректно посчитанная акустическая резонатор, имеется в виду, в этом не нуждается. То есть хорошо рассчитанных резонаторах роль наполнителя, она довольно, скажем, спорна. И результаты сравнений, то есть я делал колонку одну с наполнением, другую без наполнения, чисто для себя, чтобы на конкретной конструкции уже в этом убедиться. Понятное дело, никакого эффекта это не давало заметного, чтобы этому уделять какое-то внимание. Далее, расстояние между стенками спрашивают, хороший был вопрос задан, какое расстояние там, скажем, хорошее, какое плохое, какого надо избегать и так далее. Ну, обычная рекомендация при конструировании акустических систем — это делать поменьше параллельных стенок, потому что сигнал между ними, многократно переотражаясь, создает более плотные кучности, скажем так, ну, скажем, более плотные узлы стоячих волн. И это, конечно, вредит звучанию в любом случае, потому что это все сказывается на тыльной стороне диффузора, которая потом, ну, скажем, в итоговой АЧХ, которую обычным образом снимают, конечно, сказывается. Я вам показывал когда-то чудовищный график с неубиваемым резонансом. Дайте я сейчас попробую. Ну, я вам подложу его сюда, он у меня там в картинке где-то уже есть, который был получен из-за неудачного расположения динамика по отношению к задней стенке, в частности. Ну, а вообще можно легко рассчитать, какое расстояние до задней стенки. Конечно, чем дальше, тем лучше. В бесконечном расстоянии лучше всего. То есть это open baffle какой-то должен быть бесконечного, infinity baffle, бесконечного размера. Вот это идеальное оформление динамика. Но такого, конечно, нет. Мы говорим о закрытых, тем более полочных, то есть небольших колонках. Сюда показываю, мне тут вторая колонка стоит для вас. Вот эта колонка, ну вы их уже видели, это понятно. И что получается? Здесь толщина между передней и задней стенкой расстояние, по-моему, 200 миллиметров. 20 сантиметров, то есть 0,2 метра. И если посчитать частоту, на которой может сказаться влияние этой стенки, допустим, это 300 метров грубо в секунду, разделить на 0,2, получится 1500 Гц. То есть на 1500 Гц можно ожидать каких-то неприятностей. То есть либо провалов, либо горбов. И на кратных частотах тоже, потому что эта штука будет работать как гребенчатый фильтр с убыванием. Понятно, но с убыванием падает также спектральная плотность звукового музыкального, в частности, сигнала, поэтому аукаться будет точно так же заметно, как и на основной гармонике, допустим, вот этой вот, на 1500 Гц, предположим. Кстати, между прочим, вот поглощающий материал, демпфирующий материал, размещаемый на задней стенке колонки, на 1500 Гц уже вполне может работать, таким образом глушить. Да, вот таким, вот, кстати, одно из объяснений размещения такого вот материала в колонках. Что-то я как-то сам себе противоречу так неожиданно.
для самого себя. Да, ну, честно говоря, влияние его, опять же, небольшое, поэтому не будем. Но стенки действительно лучше располагать дальше. Что значит дальше? Это значит, частота ниже будет и интенсивность меньше, потому что с удвоением частоты на 6 дБ падает как бы звуковое давление, вы знаете, да, то есть если это происходит даже в колонке, это тоже 20 сантиметров, это одна интенсивность отраженного сигнала, которая обратно попадает на диффузор с той стороны, а 40 сантиметров это уже на 6 дБ меньше, между прочим, получится. То есть за это имеет смысл бороться, допустим. Ну, на этом принципе, кстати, рассчитаны четвертиволновые резонаторы, то есть они тоже учитывают длину волны. И получается, что чтобы получить четвертиволновый резонатор, там, например, трубу Войта или сложенный рупор, который я обожал, просто если найду, я прикреплю фотографии сабвуфера, который я делал в дизайне сложного рупора. Там расчет какой? 30 Гц, допустим, если вы заложили, чтобы посчитать этот сложенный рупор, это четвертиволновый резонатор, окей. Значит, что 300, опять же, метров в секунду, там 330, неважно, 300 пускай будет, разделить на 30 Гц, получится 10 метров. А резонатор четвертиволновой, то есть 10 метров делить на 4, получится 2,5 метра. Вот 2,5 метра, если взять трубу, вот, то получится вот именно резонанс на 30 Гц. Ну, эту 2,5 метра трубу легко сложить вдвое, получится сколько? Меньше 1,5 метра практически. Получится, что уже обычная напольная акустическая система, на чем основана, например, ткув, то есть Войт, труба Войта, вот эти сложенные рупора и так дальше. То есть этот эффект широко используется, то есть он приносит не только негативные какие-то моменты, а и с его помощью, с помощью этого эффекта добывается бас в том числе. О несимметричности динамиков колонки меня спросили. Вот эта вот колонка, да, такая, вот эта колонка вот такая тоже. Я выбрал дизайн. Можете в этом убедиться, как сказать, одинаковые. В одну сторону смотрит динамик. Чем я руководствовался? Ну, это вообще такой интересный момент. Вот, я вам хотел показать, то есть люди спрашивали, где я брал вот эту, как называется, симулятор интерференции, что ли, вот адрес этого сайта, можете зайти и сами себе это сделать. Итак, мы берем два динамика, то есть ставим не single, а two speakers. Если разместить их вертикально один относительно другого, то на определенной частоте, там где интерференции нет, перед вами будет такая вот ровная картина. Вот эта зона, допустим, будет свободна от интерференции, ее можно использовать для организации зоны прослушивания. Но при этом колонке необходимо будет довернуть в центр эту сюда, допустим, а эту сюда. То есть две колонки, чтобы вот эта зона, и при этом она пересечется, тоже не очень правильно, потому что там тоже будет интерференция между правой и левой колонкой. Если же этот динамичек расположить несимметрично, эта зона просто сместится сюда. Таким образом, доворот колонки в центр можно делать с меньшей как бы фонетичностью. Ну и кроме того, вот это, ну нетрудно заметить, что в обратную сторону будет обратная картина, то есть вот эта зона более равномерная будет. Ну и понятно, все это меняется от частоты, то есть ну, обычная история. Кроме того, это расположение динамиков относительно друг друга влияет на сцену, как это не парадоксально как бы звучит, то есть, казалось бы, ничего общего в этом нету, но на сцену оно реально влияет, поэтому стоит этому уделить время при конструировании колонок. Она реально уходит вперед-назад, то есть такая, знаете, гуляющая сцена получается из-за вот этого расположения. Вот когда у меня эти динамики пищалки были на дополнительной панели, которые я двигал сверху басового звена, то там мне это было легко смоделировать. Я уделил этому время и пока сделал вот так вот эту именно конструкцию. Ну, пока я не очень хорошо понял прям так эффект
такого глубокого нет. Хорошо, когда имеешь возможность оперативно сдвигать эти динамички, вот тогда я этот эффект слышал. То есть, раздвинув их так, сцена почему-то стала более плоской. В смысле, раздвинув твиттеры в разные стороны, да, как обычно это делается, или сдвинув сюда. Сцена была довольно плоская, а когда я сдвинул их оба в одну сторону, ну, получилось что-то такое рельефное, на чем я, ну, в общем-то, и остановился. Спрашивают люди о различии кроссоверов. Что имеется в виду? Вопрос такой звучит иногда. Какой кроссовер купить? То есть человек купил какие-то динамики. Предположим, и очень надеюсь, что он их выбрал осмысленно и по каким-то параметрам, которые он реально ценит, способен оценить, и которыми эти динамики действительно обладают. Что же, не галлюциноз какой-то, не его субъективное там, а действительно стоящее что-то приобрел. Конечно, нужно для многополосной, грубо двухполосной системы разделить эти полосы. От примитивного конденсатора и катушки первого порядка, так называемого фильтра, до, там, я не знаю, ДСП с какими-то там невероятными наворотами. Ну, чаще всего речь идет, конечно, о кроссоверах, которые я показывал вот на плате Монокор, в частности, я вставил эти колонки, использовал в этих колонках. Значит, я всегда отвечаю, потом раздражение меня пробирает иногда. Нет универсальных кроссоверов. То есть они есть, обычно продаются в магазине автозвука. Там можно прийти, сказать, мне кроссовер для двухполосной колонки. Ну, у вас, конечно, спросят 4-омный, 8-омный, там 2-омный, может быть, для авто. Это как максимум. Но на самом деле разница огромная. И если вы уже сами сели что-то собирать, то нет смысла портить все каким-то универсальным решением средней температуры по больнице, типа, знаете, то есть оно кое-как рубанет эти полосы, но при этом говорить, ну, не говоря о фазовой там совместимости этого стыка, даже по ЧХ, то есть вы видели, какие два разные кроссовера я использовал в этом сезоне и в предыдущем. Дайте я вам покажу. Вот смотрите, в последнем сезоне для динамика Монокор я использовал вот такой вот кроссовер, а для динамика SIS я использовал вот такой кроссовер. То есть частоты не поменялись раздела. Для Twitter тот же самый, допустим, у них. И твиттерная часть изменена, и басовая часть изменена, то есть практически только делитель остался, что, в общем-то, странно, мог бы и измениться, но я и тут, и там шел на некоторый компромисс. Поэтому для более точного, для более тонкого, допустим, для более тонкой работы, в частности, для серийного производства, если бы оно было, необходимо было выбрать этот кроссовер еще более тонко, по той причине, что при серийном производстве нужно закладываться на разброс параметров исполнения компонент и, ну, короче, несколько индустриальных стандартов есть, которые требуют более тонкого подхода к кроссоверу. Там были бы еще ряд компенсаций каких-то, ну, вот, делающих повторяемость такого проекта более высокой. Поэтому это чисто я для себя делаю в упрощенном режиме, для того, чтобы и вам показать, и себя порадовать, и не заморачиваться. Такие дела. Что еще спрашивали? О бивайринге спрашивали, бямпинге, бивайринге. Я глубокий скептик в этом вопросе. Но, однако, скажу, что если вы делаете пассивный кроссовер для пассивных колонок, допустим, то можно предусмотреть возможности и бивайринга, и бямпинга. Для этого кроссовер нужно разделить на две независимые части. Ну, естественно, это должен быть параллельный кроссовер, потому что последовательный так не получится соединить. Да и параллельный, допустим, не каждый. Ну, вообще каждый, ну, так скажем, с оглядкой. Да, и опять же, вы видите, насколько тонко я подбирал вот эти вот сшивку, вот эту сшивку. И если это будет перепоручено, допустим, не дай бог биампингу, то есть с разделом где-то на входе, предположим, двух усилителей,
то там может быть соотношение, что называется, на любителя. Мне так больше типа нравится, знаете. Тебе может так больше нравится, но это неправильно, и рано или поздно, то есть на одном стиле музыки, на другом, для одних ушей, для других. Это будет заметно. То есть, скажем так, это не принято так делать. И какие должны быть сверхвеские основания для того, чтобы разделить усиление. Ну как, можно гипотетически предположить, что какой-нибудь широкополосник можно качать однотак там в классе А, твиттер к нему питать от усилителя, не знаю, на микросхеме там LM3886, а сабвуфер или там какую-то подпорку снизу можно питать усилителем класса D. Теоретически. Но видите, это уже будет конструкция как бы далека от стандарта, далека от повторяемости, но с прогнозируемым каким-то эффектом. Допустим, яркого, глубокого или сочного звучания. Невероятно, то есть гипертрофированного такого, которого не было в оригинале. Мы же стремимся воссоздать оригинал в основном, потому что сделать звучание ярким, я это говорил в видео, посвященному различию между колонками и студийными мониторами, что разные задачи. То есть домашние колонки Hi-Fi, да, помните? Тот самый, который до 4000 Гц, призваны радовать наше ухо, ублажать, так сказать, делать звучание приятным, ярким, запоминающимся, exciting. Вот. А мониторы призваны передать как есть, для того, чтобы со звуком можно было работать, и чтобы это не влияло на результат звучания на любых других колонках. То есть мониторы все должны звучать одинаково, колонки все должны звучать по-разному. В этом, собственно, и есть цимис, на котором строится создание того или иного проекта, модели, компаний и концептов. О дампинг-факторе усилителя для 8 и для 4 умных колонок. Какие лучше? Конечно, 8 лучше в плане управляемости, в частности, низкочастотным динамиком. Что такое дампинг-фактор? Это отношение, допустим, сопротивления колонки к выходному сопротивлению усилителя. Ну вот, предположим, у вас выходное сопротивление усилителя у вашего лампового однотакта 1 Ом, предположим, это если повезет. А колонки, допустим, 8 Ом, то есть 8 разделить на 1 будет 8. А вот 4 разделить на 1 будет 4. 4 меньше, демпинг-фактор ниже, достоверность движений подвижной системы по отношению к входному сигналу заметно ниже, то есть в 2 раза ниже. Чего себе? Ну, то же самое будет, если у вас выходное сопротивление усилителя плюс проводов 0,1 Ом. Ну, хорошо, 8 делим на 0,1 или 4 делим на 0,1 и убеждаемся, что 8 лучше. Но при этом 8-омные колонки требуют для раскачки значительно более высокого напряжения от усилителя. Такие колонки, если вот эта мелочь пузатая держит 120 Вт в нормальном режиме, а максимальная там 250, предположим, Вт. То есть это усилитель должен еще и с запасом на перегрузку быть там 300-500 ваттным, предположим. Где вы такой возьмете? То есть бытовой усилитель, вот этот 55 Вт на канал. У меня тут стоит, там, у меня есть 300 Вт на канал, какой-то усилитель старый, но это не просто, то есть разогнать, а если это напольники там с 2 басовиками, там одним среднечастотным и так далее, с развитым фильтром, на котором падает еще сигнал, то это становится проблематичным. То есть видите как, любая палка о 2 концах, то есть если в чем-то лучше, в управляемости, в частности динамиками, то в чем-то окажется просто сложнее в организации сетапа на базе 8-омного, в частности, динамика. О супертвиттере человек поднял тему, поднял разговор.
В супер твиттере, какой бы я стал использовать, говорит, фунтек, наверное, будешь использовать. Нет, не фунтек. Супер твиттер я ему написал это по мусорному признаку, то есть ну, как многие говорят, цикла, то есть это за 15 килогерц и выше, там где этот динамик уже теряет как бы фокус, ну пускай 10 килогерц, ладно, там на логарифмической шкале это вообще рядышком все. Нет, ну там Т может быть, что-нибудь такое, знаете. Шустренькое, легенькое, чтобы закрыть вопрос, закрыть гештальт, как я написал. Такие дела, дорогие друзья. Ну, я даже думаю, что это еще не все вопросы, которые могут появиться с конструированием колонок. Разумеется, не все вопросы, тем более на базе этого проекта, на базе моих знаний, допустим. Есть еще какие-то аспекты, но не освещенные. Просто мне кажется, что это я говорю о самых заметных, самых важных аспектах. Поэтому и уделил этому внимание. Затем пока, дорогие мои, auf Wiedersehen.